Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале магазина kuga-самокат.ру, который является официальным дилером электросамокатов Kuga на территории России. К нам недавно приехала весьма интересная и специфическая новиночка от Kuga. Так что сегодня вас ждет обзор нового Kuga Kirin HX Plus. Вы знаете, на этой неделе я как будто перенеслась на год назад. И дело тут не только в том, что опять повсюду шумиха из-за коронавируса и новых ограничений. В прошлом году, когда мы только начали вести канал, я в первый раз в жизни столкнулась с тематикой электросамокатов. Это сейчас уже для меня дека, контроллер, рекуперация – абсолютно нормальные и понятные вещи. А тогда приходилось разбираться во всем и сразу. И мало того, что тема самокатов для меня была в новинку, да когда еще и сам самокат для Kuga был абсолютно новой моделью, было совершенно непонятно, как определить его характеристики и где искать о нем точную информацию, например, о том, как настроить бортовой компьютер. От представителей Kuga, честно говоря, через сломанный китайский телефон добиться точной информации о том, что у самоката, где, как и почему, было практически невозможно. Поэтому сейчас, например, под обзором Kuga X1 много умников пишет нам комментарии, поправляя меня в чем-то и советуя сменить глупую ведущую. Ага, хорошо вам говорить 1,5 года спустя. За это время, знаете ли, я и сама во всем разобралась. Но вот сейчас я снова ощутила себя в том же состоянии растерянной глупышки. Когда ты смотришь на самокат и думаешь, как это вообще работает. И его инструкция, единственный источник моей информации, увы, не сильно-то проливает на это свет. Написана она на вполне читаемом русском языке. Поржала я только над ускорителем большого пальца правой руки, но необходимой информации в ней просто нет. Кстати, самокат внешне абсолютно идентичный Kuga HX Plus уже довольно давно продавался в магазинах M-Video и Eldorado под европейским названием Kuga Kirin T1. Но технической информации на их сайтах ровным счетом никакой. Ни мощности мотора, ни емкости аккумулятора. А про колеса у Eldorado написано только то, что их два. Как будто без их пояснения по фотографиям это невозможно понять. Но вы, вероятно, думаете, что же в этом самокате такого непонятного и необычного. Ну, кроме его внешнего вида, возможно. Поначалу он мне, кстати, казался каким-то странным и неказистым. Но потом я к нему привыкла, и он мне даже понравился. И стал отдаленно напоминать что-то из киберпанка. Вам так не кажется? Но еще одной уникальной чертой этого самоката является то, что у него два аккумулятора. И нет, я сейчас не о том, что можно дополнительно докупить второй, сменный аккумулятор. В нем уже установлено две батареи, по 7,5 Ах каждая, или же 270 Вт-часов. То есть в общем у самоката 15 Ах и 540 Вт-часов. Некоторые уже, наверное, возмутились, ну почему же он уникальный? И, возможно, даже стали писать в комментариях про Ninebot ES4. Но у HX Plus есть фишка, которая делает его несколько круче и практичнее. Дело в том, что на Ninebot'ах второй аккумулятор крепится на болтах, и так просто ты его не снимешь. Нужно время и инструменты. Тут же батарея, так же как и на прошлых моделях HX, быстросъемная. Для того, чтобы ее снять, просто потяните фиксатор наверх и аккуратно извлеките аккумулятор. В комплекте с самокатом Kuga положили специальную подставку, для того, чтобы можно было заряжать съемную батарею отдельно. Делать это можно параллельно с зарядкой основной батареи в корпусе самоката. Тут тоже есть порт для зарядки, и расположен он высоко от земли, чтобы его не забрызгивало грязью из лужи. Тогда зарядка будет в 2 раза быстрее и займет около 3,5 часов.
Правда, для этого все же придется докупить второй блок питания. В комплекте идет только один. На бортовом компьютере самоката отображаются тоже сразу две шкалы заряда батареи. И если вы извлекаете съемный аккумулятор, то одна из них начинает мигать. Теперь, собственно, о том, что меня поставило в тупик. Видя самокат с такой конструкцией, я невольно подумала, что круто было бы, если бы можно было одну батарею пока оставить где-то заряжаться, а на второй катать по своим делам. Потом приезжаешь, ставишь заряженную вторую и счастливо едешь дальше. Иначе какой вообще был смысл придумывать историю с быстрым извлечением? Если задача была просто увеличить емкость аккумулятора, то можно было бы придумать гораздо более простые конструктивные решения. К тому же, к этой мысли меня подтолкнули такие картиночки в инструкции. На первой странице, указывая на единственную кнопку управления самокатом, говорится, что это переключатель источника питания. А на 7-й странице в технике безопасности дается совет не кататься без батарейки в рулевой стойке. Вот только маленький нюанс в том, что без нее самокат и так не реагирует на нажатие курка. Так что кататься без нее можно только толкаясь ножкой. И как бы я ни тыкала в указанный переключатель источника питания, ничего не меняется. Решить эту задачу у меня лично никак не вышло. Так что, вроде бы интересная и уникальная задумка как-то губится на корню. Но, возможно, есть владельцы сего чуда, уже разобравшиеся с этим вопросом. Может, все-таки есть какая-то секретная комбинация нажатий кнопочки, может там зашифрованная азбукой Морзе, которая делает всю эту сложную конструкцию не бесполезной. Тут же еще располагается и контроллер, судя по всему. Круто, что он не в деке, обдувается ветерком и оттого гораздо меньше греется, что для него определенно на пользу. Неужели только лишь ради этого пришлось заморочиться с такой сложной конструкцией и вот этими вот прутиками обрешетки? Ведь это должно усложнять производство, а многие со мной согласятся, что Куга этого, как правило, не любит. Ну да ладно, оставим пока эту загадку на потом, потому что время рано или поздно все расставит по своим местам. И если уж Куга сами не предусмотрели возможность езды со снятым аккумулятором, то уж русские конструкторы точно найдут, как это исправить, если сочтут это нужным и удобным. А я пока расскажу про остальные его достоинства. Мотор у Kuga Kirin HX Plus располагается в переднем колесе. Имеет мощность 350 Вт. Подтверждается это исключительно словом их представителя. Ибо ни в инструкции, ни на самом самокате или моторе данных об этом нет. Не очень верится мне в то, что Kuga настолько прозорливы и заботливы, что спасают своих российских клиентов от каких-либо объяснений перед сотрудниками ДПС. Но иного объяснения у меня просто нет. В последнее время у нас в стране многие хотят запретить электросамокаты, либо все то, что мощнее 250 Вт, приравнять к мопедам. Но если никаких данных о мощности ни на самокате, ни в инструкции нет, то я бы посмотрела, как они будут проводить экспертизы и испытания, если захотят придраться. Возможно, по этой же причине в инструкции не указана и максимально возможная скорость самоката. Мы, конечно же, проверили все сами, и он нас очень сильно удивил. Но скажу я об этом чуть позже. Колеса у HX Plus диаметром 10 дюймов с надувными покрышками. Дорожный просвет 11 см, что более чем достаточно, чтобы преодолевать лежачий полицейский, бордюры и прочие препятствия городской среды. В инструкции и на сайте МВидео указана двойная встроенная система амортизации и у переднего, и у заднего колеса. Но, насколько я смогла понять, по факту есть она только сзади. Работа задних амортизаторов довольно заметна, хоть сами они и скрыты от наших глаз. Зато меньше подвержены попаданию влаги и пыли, отчего вероятность, что они начнут издавать посторонние звуки и скрипы, гораздо меньше. Под пыльником в стойке руля обнаружились только спрятанные провода и простая втулка, без намека на амортизатор. Большинство кабелей аккуратно спрятаны внутрь, не мешают и не портят внешний вид. А тот кабель, который проходит снаружи, убран в оплетку в виде металлической пружинки, что должно исключить вероятность его повреждения о края пластика. Тормозная система состоит из механического дискового тормоза на заднем колесе и электронного рекуперативного тормоза. Дека у самоката покрыта резиновым противоскользящим покрытием. Крылья имеют более чем достаточный размер и форму для того, чтобы надежно защищать от брызг. Заднее крыло имеет дополнительные опоры, чтобы оно не вибрировало и не билось об колесо на кочках. Опытные самокатчики должны оценить эту, казалось бы, несущественную деталь.
Кроме того, в задней части деки у заднего крыла есть дополнительное усиление, чтобы можно было упереться сюда ногой и не отломать крыло. В него же встроен большой габаритный огонь красного цвета, также выполняющий роль стоп-сигнала при торможении. Не могу не отметить того, что он гораздо крупнее и заметнее стоп-сигналов любых других популярных городских самокатов. Спереди есть и фара белого цвета, для того, чтобы освещать дорогу в темноте. На руле слева, помимо тормозной ручки, есть звоночек, который, о чудо, располагается четко под указательный палец. Это, пожалуй, первый самокат на моей памяти, где он стоит настолько удобно. Бортовой компьютер большой, но, на мой взгляд, недостаточно яркий. Он отображает текущую скорость, выбранный скоростной режим, один из 3, и даже степень нажатия курка газа и ручки тормоза. А вот вольтаж, к сожалению, не отображает. Справа на руле находится вышеупомянутый ускоритель большого пальца, он же курок газа под большой палец. И единственная кнопка управления, удерживая которую можно включить самокат. Единичным нажатием включается фара, двойным выбирается скоростной режим, тройным можно переключить режим старта мотора с места или же после отталкивания. После 4 нажатий на бортовом компьютере отобразится одометр. Габариты самоката кажутся не сильно громоздкими, но при этом весьма комфортны и для человека среднего роста, и для довольно высокого. Общая высота самоката 115 см, длина тоже 115 см. Рукоятки руля не складываются и имеют ширину 50,5 см. Высота руля от поверхности деки составляет 97 см. Дека довольно широкая, 17,5 см и 50 см в длину. Механизм складывания на рулевой стойке, конечно же, присутствует. И тут Куго удивил нас чем-то новеньким. Чтобы сложить самокат, нужно потянуть за металлическое кольцо, предварительно приподняв фиксатор. Теперь лучше убрать подножку, чтобы она не мешала. И, снова потянув за кольцо, можно опустить рулевую стойку. В нижней точке она автоматически фиксируется в сложенном положении, издав характерный щелчок. Весит самокат 20,5 кг. Но из-за широкой стойки руля хват не очень удобный, и он кажется несколько тяжелее, чем есть на самом деле. Так что самокат получился чем-то средним между легкими городскими моделями и каким-нибудь Kuga M4 Pro. Но доснять его тест-драйв мы не успели, из-за того, что в Москве резко изменилась погода. А каким бы он ни был классным, плавать уж точно не научился. Так что в ближайшее время ждите продолжения с его тест-драйвом и замером максимальной дальности пробега. А пока ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую часть. С вами, как всегда, была Лена и магазин Kuga Самокат. Берегите себя на дорогах и до скорых встреч!